Привет, друзья! В предыдущей серии реактивного мотоцикла данный аппарат успешно выступил в зимних соревнованиях Унimoto, покорил сердца и уши многих людей и даже занял призовое место. Однако, как вы помните, накануне перед соревнованием с двигателем начались какие-то очень странные проблемы. Дело дошло даже до того, что я вообще не был уверен, что смогу выступить и как-то доехать до финиша. Главная проблема заключалась в том, что форсаж почему-то перестал работать на максимальных оборотах турбины. Пламя просто сдувало из форсажной камеры и, разумеется, на максимальных оборотах форсаж не поджигался. Чтобы как-то вообще выступить на соревнованиях, я приспособился сперва поджигать форсаж, а потом раскручивать турбину. В итоге мне удалось найти причину столь странного поведения двигателя, и заключалось оно в том, что мне выплюнуло спрямляющий аппарат. Это прекрасно объясняло столь странное поведение двигателя, и первое, чем я решил заняться после соревнований, это, разумеется, восстановить этот спрямляющий аппарат. Но когда я подошел к двигателю, мне захотелось в принципе изменить всю систему смешивания. Немного теории. Диффузор – это плавное расширение диаметра трубы для замедления скоростного потока газов. А стабилизатор горения – это какое-то резкое препятствие, на кромках которого происходит срыв потока для более качественного перемешивания топлива с газами. Так вот, основная моя идея заключалась в том, чтобы сделать диффузор с недопустимым углом расширения. Тогда он одновременно будет являться и стабилизатором горения, и диффузором одновременно. Но, как показала практика, стабилизатор горения из этой конструкции получился не очень эффективный. Все дело в недостаточной зоне завихрений. И при такой конфигурации топливо следует подавать в четко оговоренное место. Теперь же я хочу переделать форсажную камеру, снабдив ее полноценным стабилизатором горения. Ну что, друзья, пришло время занести нож над этой форсажной камерой и все тут переделать. Каждый раз, когда приходится что-то такое глобальное переделать, сам себе задаешь вопрос: Леха, ты что делаешь? Ты что творишь? Это же нормально работало. Но я всегда открыт к экспериментам, ведь только методом изучения экспериментов, проб и ошибок удастся найти наилучший вариант. Поэтому нечего жалеть, нужно быть смелее. Вот так выглядит изнутри старый диффузор. Я пока не буду его выкидывать, вдруг захочется откатиться назад. А сейчас пришло время создать полноценный, правильный кольцевой стабилизатор горения. Как я уже говорил ранее, смысл стабилизатора горения заключается в том, чтобы создать некую острую кромку. Газы, летящие на большой скорости, просто не будут успевать плавно завернуть и будут формироваться так называемые завихрения. Направление газов там будет меняться вплоть до 180 градусов. В случае с моей конструкцией правильный стабилизатор горения будет иметь не просто резкий перепад в 90 градусов, а еще нужно сформировать некую кольцевую камеру вращения. В ней газы будут вращаться и формировать что-то вроде кольцевого циклона. Это позволит лучше разбивать и смешивать керосин с газами. Ну и вуаля, все готово! Итак, что будем делать дальше? Я хочу внедрить датчик давления в форсажную камеру. Эти данные в дальнейшем понадобятся для настройки двигателя, а кроме того, по ним можно будет понять, насколько близки мы к сверхзвуковому потоку. Измерение давления нужно проводить в зоне ламинарного потока, то есть где газы идут наиболее ровно. В нашем случае это будет середина форсажной камеры. Разумеется, вкрутить датчик давления непосредственно в камеру сгорания нельзя, потому что она раскаляется до красна и он просто расплавится. Поэтому логичным будет сделать длинную трубочку, по которой газы будут уходить в безопасное прохладное место, а уже там и будет находиться сам датчик давления. Следующая проблема, которую срочно требуется решать, это перегрев масла. Почти на каждом испытании масло перегревается и начинает выплескиваться прямо на землю. Для решения этой проблемы я уже изготовил специальный алюминиевый теплообменник. Благодаря ему масло будет охлаждаться топливом. Чтобы гонять топливо по этому теплообменнику, я купил у китайцев пульсирующий насос. Но самое интересное в этом деле то, что насос с Алиэкспресса пришел мне сразу заранее сломанный. Пришлось его вскрывать, ремонтировать и перенастраивать точку резонанса. Но, честно говоря, мне нравится что-нибудь разобрать, изучить, отремонтировать, поэтому на этот счет я сильно не переживаю. Давайте посмотрим, как он в итоге работает и какие количества керосина прокачивает. Смотрите, неплохо так. Я думаю, для теплообменника этого вполне достаточно. Поскольку один из компьютеров у нас и так измеряет температуру масла, нам ничего не мешает подключить этот насос к этому компьютеру. Мало того, мы можем даже задать температуру, при которой насос будет включаться и отключаться. Добавляем несколько строк в программу, и все готово.
Давайте посмотрим, как это работает. Разогреваем датчик температуры зажигалочкой, и показания поползли вверх. Как только температура дойдет до нужной уставки, включается пульсирующий насос, который будет прогонять топливо через теплообменник. Ну что ж, просто изумительно. Все работает как надо. Далее, топливная система этой ракеты пережила глобальную модернизацию, и новые мощные насосы просто прекрасно себя зарекомендовали. И поскольку система уже обкатана и проверена, от старых насосов я решил избавиться. Это лишний вес, и они сейчас просто занимают место в баке. И единственное, что я ставлю от старой системы, это регулирующий клапан. Топливный насос работает всегда на полную мощность, а этот клапан сбрасывает лишнее топливо, поддерживая в системе определенное давление. Ну что ж, пришло время испытаний. И вот, друзья, я уже выкатился на улицу. Как вы видите, ракета сегодня не вывешена, а значит, я не буду измерять тягу этого двигателя. Но сейчас это не имеет смысла, потому что сегодняшний эксперимент направлен на обуздание пламени в форсажной камере. Как вы помните, с этим были большие проблемы. Пламя то сдувало на максимальных оборотах, ну и на максимальных оборотах оно, собственно, и не поджигалось. Вот на это сегодня и направлен наш эксперимент. Должен обратить ваше внимание, что я не устанавливал спрямляющий аппарат. Вот как вы помните, отсюда у нас вылетел спрямляющий аппарат. И сейчас я пока его не устанавливал. Объясню почему. На соревновании мне очень понравился звук этой ракеты. Этот реактивный двигатель звучал действительно прям как ракета. И я хочу этот звук оставить. Поэтому я сделал здесь вот этот хитрый стабилизатор горения. То есть в чем смысл? Я хочу, не используя спрямляющий аппарат, чтобы остался красивый звук, обуздать пламя и наладить все режимы форсажа. Если это не получится, то придется спрямляющий аппарат, конечно, ставить. Но до последнего я хотел бы этого не делать. Больно уж красивый у него был звук. Далее, эта ракета потребляет невероятное количество керосина, поэтому каждый запуск стоит дорого. Из-за этого я стараюсь в каждом испытании объединять несколько экспериментов. Ну, конечно, если эти системы не мешают друг другу. То есть, иными словами, если нововведенные системы никак не пересекаются и не могут повлиять на результаты друг друга. И сегодня еще в эксперименте я буду испытывать охладитель. Вот здесь добавлен новый насос. Он будет гонять керосин из рампы через теплообменник, тем самым охлаждая масло. И вот сейчас здесь не видно, я добавил новый функционал на дисплее, чтобы можно было это контролировать. Кстати, не пугайтесь вот этой штуки. Из-за того, что сейчас светит солнце, здесь стоит видеокамера, которая снимает дисплей. Просто солнце светит настолько сильно, что просто камера пересвечивает и ничего не видно. То есть не пугайтесь, это всего лишь навсего теневой каркас, чтобы камера могла хоть что-то там увидеть. Еще, поскольку сегодня опять исследовательская работа, я внедрил шим-регулятор на форсаж, на топливный насос форсажа. Вот еще какой момент, друзья. Очень многие в комментариях предлагают установить сюда сопло Лаваля. И это сообщение настолько распространенное, что я чувствую, что в этом вопросе нужно дать разъяснение. Сопло Лаваля нужно для того, чтобы газы смогли преодолеть сверхзвуковой барьер. Но сейчас у этого двигателя для этого просто недостаточное давление. То есть он не может толкать газы настолько сильно, чтобы они здесь разогнались до скорости звука. Для данной конструкции и данного сопла давление в форсажной камере должно быть в районе 2 атмосфер. А если быть точнее, 1,8 бара. Если в дальнейшем этот двигатель сможет в форсажной камере создавать давление больше 2 атмосфер, то газы здесь смогут разгоняться до скорости звука. Но и все. Поднимай здесь давление сколько угодно, больше скорости звука газы не разгонятся. Потому что газы встретятся с явлением сверхзвукового барьера. Ну понятно, на то он и барьер, чтобы препятствовать разгону газов. И в этом-то случае как раз уже используется сопло Лаваля, которое идет на расширение. С помощью особой формы сопла возможно обойти некоторые физические законы. И тогда газы уже смогут разогнаться до сверхзвуковых скоростей. И вот только тогда-то и появятся те самые ваши любимые кольца Маха. Кстати, об этом тоже очень часто пишут. Чтобы понять, насколько близко или далеко мы находимся от сверхзвукового истечения газов, я установил специальный датчик. Вот он забирает давление из зоны ламинарного потока, и там внизу уже находится датчик. Напомню, что для сверхзвукового истечения газов требуется давление в форсажной камере минимум 2 атмосферы. И сегодня этот эксперимент я тоже хочу провести. Да, кстати, чтобы успокоить ярых любителей ТБ, огнетушители у меня всегда рядом. Кстати, у меня есть вот такая вот термопластинка от Бурана.
Это теплоэкран для входа челнока в атмосферу. Она держит огромные температуры и защищает от тепла сам корпус челнока. У меня здесь она выполняет роль теплоизолятора. Вот эта турбина очень горячая, и эта пластинка защищает от температуры вот эти вот топливные шланги. Даже не спрашивайте, откуда я ее взял. Испытания начались как обычно, и все шло хорошо. Немного прогрев двигатель, я приступил к испытаниям форсажной системы. Но во время испытаний я встретился с теми же самыми проблемами. На больших оборотах турбины пламя просто выдувало из форсажной камеры, и, разумеется, на больших оборотах турбины форсаж не поджигался. Ну а потом снова прорвало трубу. В общем, друзья, какие результаты по сегодняшнему испытанию? Охладитель у нас сейчас работает, вот его слышно. Охладитель работает, а температура у нас все равно дошла до 105 градусов. Посмотрим, какая температура теплообменника. Так, центральная труба очень горячая. Эта труба прохладненькая. Странно, почему тогда не хватает этого охлаждения? Теплообменник у нас до конца не справляется. На 100% задачу он не решает почему-то. Еще, как вы заметили, снова вылетел этот шланг. Пора с ним уже что-то сделать. Наверное, нужно сделать прям железную трубу, прям до туда. Не первый раз она подводит. Я уже сделал 2 хомута на нее. И все равно она слетает. Далее, по системе поджига. Лучше всего поджигает свеча с центральной части, с зоны ламинарного потока. Эти свечки поджигают, но хуже. И на максимальных оборотах все равно нет стабильного поджига. На максималках зажигается она трудно. Иногда это удается сделать, когда форсажная камера уже вся горячая. Когда она раскалена до красна, удается поджечь. Но это неудовлетворительно. Несмотря на супер красивый ракетный звук, похоже, придется устанавливать спрямляющий аппарат. Да, придется пожертвоваться красивым звуком ради хорошей работоспособности. Вот слышно, сейчас работает охлаждающий насос. Слышите, цокает. Тем не менее, этого охлаждения почему-то не хватает. Теплообменник снаружи прохладный. Центральная труба очень горячая. Этого недостаточно. То есть теплообменник нужно делать длиннее. Ну или эффективнее. Ну что ж, друзья, похоже, спрямляющий аппарат – это чрезвычайно важная штука. Я даже не предполагал, что такая мелочь может быть столь значимой. Зная мою проблему, друзья мне подарили какой-то заводской спрямляющий аппарат от какой-то машины. Судя по ее внешнему виду, работала она в очень горячих местах. Возможно, она как раз и стояла на выходе из турбины. Это означает, что она, скорее всего, тоже из жаропрочного материала, и это то, что нам нужно. Но возникла большая проблема. Этот спрямляющий аппарат довольно-таки маленький. Я имею в виду по диаметру. Вы только посмотрите, насколько его не хватает. Ну а кроме того, как оказалось, еще и лопатки у него повернуты не в ту сторону. Короче говоря, именно эта железка нам не подойдет. Придется делать какую-то свою с нуля. Нашел у себя в металлоломе какую-то более-менее толстую нержавейку и выпилил из нее необходимые мне формы. Мой предыдущий спрямляющий аппарат имел 6 лепестков, но в этот раз я решил сделать 8. Это позволит создать более равномерный поток, кроме того, потратится меньше энергии на выравнивание этого потока. Поскольку скорость газа в этом месте довольно-таки велика, все имеет значение, и лепесткам я решил создать необходимый профиль.
Вот посмотрите, благодаря такому режущему профилю на этом спрямляющем аппарате будет тратиться меньше энергии. Далее, поскольку вращение газов после турбины происходит неравномерно, лопаткам спрямляющего аппарата я решил придать необходимую вольвенту, ну или иными словами, изменяемую степень изогнутости. И еще, поскольку эта штука будет находиться в очень горячем месте, она будет склонна к прогоранию, поэтому я решил ее покрыть жаропрочной керамикой. Ну вот, все и готово. Вы только посмотрите, какая красота. Чем-то это напоминает пирожное. Сейчас у меня тот самый момент, когда после сделанной работы я реально получаю удовольствие. Получилось и хорошо, и красиво. Новый спрямляющий аппарат я не буду никак приваривать и даже наоборот оставил огромный тепловой зазор. Ведь предыдущий спрямляющий аппарат вылетел именно потому, что был жестко приварен. Из-за постоянного нагрева и охлаждения накопилась усталость металла, и все это дело просто отвалилось и улетело. Больше мы не допустим такой ошибки и оставим внушительный тепловой зазор. Теперь что-то необходимо сделать с этой трубой. Не первый раз она уже слетает и срывает испытания. Проблема заключается в том, что она не резиновая, а пластиковая, и при нагреве она просто соскальзывает с патрубка. Сперва я решил сделать ее полностью железной и даже уже нашел подходящую трубу. Но, прикинув ее вес, понял, что лучше все-таки купить резиновый шланг. Резина прекрасно справится с этими температурами и нагрузками, и в итоге будет весить в 2 раза легче, чем если бы ее делать из железа. Кстати, друзья, обратите внимание на свечи поджига. От очень сильного нагрева у них керамика отделилась от металла. Ну а если посмотреть на систему поджига, находящуюся в самом конце, то есть в самой горячей части, то можно увидеть, что она вообще расплавилась. Еще решил заменить свечу зажигания форсажной камеры. Она, конечно, еще работоспособна, но выглядит уже как-то очень плохенько. Это самая обыкновенная свеча зажигания от Газельки, но, как вы заметили, она немного переделанная. И весь смысл здесь заключается в том, что искра бьет не к своему язычку свечи, а к корпусу форсажной камеры. Благодаря этому искра получается в 3 раза длиннее и намного мощнее. Давайте заглянем в форсажную камеру изнутри. Здесь мы видим центральный кольцевой стабилизатор горения, распыляющую форсунку посередине, и там вдали виднеется спрямляющий аппарат. Ну а теперь пошлите все это дело испытывать. Ну вот, друзья, все готово. Значит, какие были сделаны изменения? Во-первых, сюда у нас внедрен теперь спрямляющий аппарат. И это испытание нацелено на то, чтобы заработал форсаж на максимальных оборотах турбины. Ну и стабильно работал. Также еще у нас стоит новая свечечка, которая, в принципе, и старая хорошо работала. Перепрограммировал управление насосом, теперь он будет включаться при 60 градусах. Если это не поможет, то останется только удлинять теплообменник, ну или что-то делать с этим, я даже не знаю, потом надо будет решать. Ну что ж, давайте запускаемся. В общем, друзья, пока не удается добиться нормального поджига форсажа, также система охлаждения тоже не справляется. Вот сейчас слышно, что насос пульсирует, работает, то есть он топливо гоняет. Вот теплообменник. Здесь я трогаю горячее, здесь течет топливо. Она такая прохладная, ну как, градусов 30. А вот здесь вот внизу, если я его тоже трогаю, он тоже горячий. Это говорит о том, что недостаточно длины этого теплообменника. Просто масло не успевает охладиться на такой длине. Нужно делать его еще длиннее, если это вообще здесь уместится. Вот еще один интересный момент. Когда я подходил к турбине, мне у кофты съело хлястик. Да, раньше он был здесь вот такой вот, а теперь стал вот такой. И там, я посмотрел, нарисовалась полоса пластика. Это, похоже, и есть этот наконечник шнурка.
В общем, все шнурки надо удалять для таких испытаний. Так, друзья, какие будут идеи? Честно говоря, что-то у меня идеи закончились. Почему раньше поджиг работал очень хорошо, а сейчас есть и спрямляющий аппарат, но поджиг работает плохо? Точнее, на максимальных оборотах он не поджигает вообще. И разгоняя турбину, пламя сдувает. Очень интересно. В общем, у меня родилась такая гипотеза. У солнечной форсунки я сделал очень тонкие отверстия. То есть струи бьют вот в этот край под стабилизатор горения, но, возможно, на больших оборотах, на больших скоростях газов эти струи туда просто не долетают, потому что они очень тоненькие, и их потоком уносит вперед. Это вполне возможно. В таком случае струи будут, минуя стабилизатор горения, где-то здесь дальше испаряться, пролетая мимо свечки причем. Это очень так даже рабочая версия. Значит, что я сейчас придумал сделать? Солнечную форсунку растачиваю так, чтобы она была, наоборот, более жирной. Ну, а что еще делать? Что-то у меня других версий больше нет. Давайте попробуем. Сейчас солнечная форсунка состоит из большого количества тонких каналов. Если моя гипотеза верна, то эти струи настолько тонкие, что их просто сдувает ветром, и они не могут попасть в свою зону под стабилизатор горения. Теоретически это можно решить тем, чтобы заменить 20 тонких каналов на 4 жирных канала. Тогда струи будут иметь больше энергии и будут успевать долетать до своего стабилизатора горения. Но это, конечно, чисто в теории. Проверяем форсуночку. Обратите внимание, насколько далеко улетают эти струи. Такие мощные струи потоком газа сбивать будет намного труднее, и теоретически они должны долететь до своего стабилизатора. Несмотря на все мои усилия, проблема остается прежней. И, честно говоря, я даже уже не понимаю, в чем дело. Как вы можете заметить, форсаж сдувает двумя этапами. Сперва пропадает основное пламя и остается тонкая синяя струйка, а потом сдувает и ее. Чтобы понять, что там вообще происходит, я направил камеру прямо в сопло. Но чего-то особенно увидеть там не удалось. После очень долгих раздумий у меня родилась следующая гипотеза. Возможно, центральный стабилизатор горения не сочетается с новым кольцевым стабилизатором. То есть потоки газов, которые огибают центральный стабилизатор горения, сбивают завихрение с кольцевого стабилизатора. Чтобы проверить эту гипотезу, пришлось отпилить центральный стабилизатор горения. К сожалению, и эта теория со стабилизаторами горения оказалась неверной. Самое странное, друзья, во всем этом то, что форсаж раньше у нас работал, и работал отлично на всех режимах. Что вообще произошло, что пошло не так, почему он перестал работать, мне совершенно непонятно. Одно дело – это научно-исследовательская работа, что очень интересно и захватывающе. Другое дело – это борьба с какими-то странными секретными косяками, которые сильно тормозят общий процесс развития. Ну что ж, ничего тут не поделать, проблему нужно как-то решать. Какие у вас, друзья, будут идеи? Потому что мои, честно говоря, закончились.
В качестве эксперимента я решил попробовать очень сильно обогатить смесь и в солнечную форсунку допилил дополнительные 4 канала. Расход керосина увеличился в 2 раза, но на мою проблему это вообще никак не повлияло. Спустя несколько дней раздумий у меня появилась еще одна идея. А что если разбрызгивать топливо не под стабилизатор горения, а гораздо раньше, в самом начале форсажной камеры? Тогда топливо будет продвигаться по стенкам трубы и, само собой, попадать на кольцевой стабилизатор горения. Удлинил солнечную форсунку таким образом, чтобы она распыляла сразу после спрямляющего аппарата. Форсаж работал, конечно, совершенно иначе, но несмотря на это, проблемы остались те же. В общем, друзья, я уже в себе всю голову сломал, что здесь вообще не так. Ведь раньше все работало. И даже наоборот, что бы я ни делал, как бы топливо ни подавал, форсаж практически всегда одинаково хорошо работал. Что сейчас не так, мне вообще непонятно. Я уже перепробовал все свои гипотезы, все возможные варианты, и ничего не помогает. Может быть, попалось плохое топливо? Ну, тогда бы двигатель не работал. Далее я просто не знал, что еще вообще делать, поэтому в порывах отчаяния я решил расточить солнечную форсунку до такой степени, чтобы был просто ведерный расход керосина. Посмотрите, какие мощные струи. Их точно никак не может сдуть никаким ветром. Но, как того и следовало ожидать, это ни к чему не привело. Ну, кроме как, разумеется, к ведерному расходу керосина. В общем, друзья, мне совершенно непонятно, что с этим вообще можно сделать и почему раньше работало, а теперь нет. Несколько дней я размышлял, что с этим вообще делать и как дальше быть. Система однозначно требовала каких-то глобальных кардинальных переделок. И поразмышляв некоторое время, я решил отказаться от всех своих инновационных прорывных идей и сделать как по классике. А традиционная наука газодинамики нам говорит, что распылять топливо нужно сразу непосредственно за стабилизатором горения, и направлена струя должна быть в сторону выхода, то есть в сторону сопла. В принципе, эти правила работают еще с 40-х годов и остаются неизменными по нынешний день. Поэтому пришлось снова занести нож над форсажной камерой и что-то там глобально переделать. Разумеется, данный двигатель довольно-таки сильно отличается от традиционных самолетных двигателей канального типа с осевой турбиной. Поэтому все равно многое придется делать на свой лад. И для начала я решил увеличить площадь кольцевого стабилизатора горения. Сделать это несложно, нужно просто создать небольшое сужение. Тогда площадь стабилизатора само собой увеличится. Приварив трубу, нарезав ее дольками и сузив до определенного диаметра, как раз и позволило создать необходимое сужение. Теперь необходимо создать кольцевую форсунку. Помните предыдущий вариант, где у меня было 9 форсунок? Я решил отказаться от идеи создавать 9 отдельных форсунок, потому что, во-первых, это лишний вес, много лишних отдельных деталей, ну и кроме того требуется вот такой вот сложный соединяющий топливопровод. А поскольку в нынешнем варианте даже 9 форсунок это будет мало, поэтому я решил создать просто трубку-кольцо, которая будет располагаться непосредственно прямо в зоне стабилизатора горения.
У такой единой кольцевой форсунки есть целый ряд преимуществ. Во-первых, тут не нужны будут конкретно форсунки как деталь, можно будет насверлить просто дырочки. Во-вторых, этих дырочек здесь можно насверлить сколько душа пожелает. Ну а в-третьих, потребуется всего лишь одно соединение, чтобы подать на нее топливо. Но у такого технического решения есть и минусы. Поскольку эта кольцевая форсунка будет намертво интегрирована в форсажную камеру и заварена, добраться до нее будет невозможно. И если понадобится ее прочистить или перенастроить, придется вскрывать всю форсажную камеру. Но я так подумал и решил, что плюсов все-таки больше, чем минусов. Далее, от солнечной форсунки я пока не буду избавляться, ведь стихиметрию и газодинамику новой кольцевой форсунки еще только предстоит изучить. Кроме того, возможно, самые оптимальные режимы будут, когда обе распыляющие системы работают одновременно. Поэтому для испытаний я решил сделать специальный топливопровод, который будет снабжен электромагнитным клапаном. Этот клапан будет открывать и закрывать топливо на центральную солнечную форсунку. Таким образом, можно будет подробно исследовать влияние и режимы обоих систем. Вот посмотрите, как все подсоединено. С форсажного насоса топливо будет напрямую подаваться к кольцевой форсунке, а при включении электромагнитного клапана поток будет раздваиваться и запитывать центральную солнечную. Теперь давайте подключим и проэкспериментируем на воде. Ну что сказать, отлично, все работает так, как и запланировано. Поскольку кольцевой форсунке невозможно будет подлезть, ей нельзя забиваться. Чтобы исключить такой вариант событий, симпровизировал небольшой сетчатый фильтр, который будет внедряться непосредственно в фитинг. Это хоть как-то защитит от крупного мусора и в итоге сделает систему надежней. Ну что ж, друзья, глобальная модернизация проведена, можно заваривать форсажную камеру. Надеюсь, мне удалось угадать со всеми параметрами, ведь если захочется что-то изменить, придется снова вскрывать все болгаркой. Вот, посмотрите, как это все выглядит в собранном состоянии. Здесь мы видим кольцевой стабилизатор горения, и на самом его дне лежит кольцевая форсунка. Все как положено, все по классике. Раз мы с этим разобрались, пора собирать огненную машину и готовить ее к испытаниям. К сожалению, в этот день на улице лил сильный дождь, поэтому снова испытание пришлось проводить прямо в гараже. Да, друзья, это победа. Получился качественный и устойчивый форсаж, который не сдувает ни на каких оборотах. Ну и, разумеется, само собой, поджигается он на всех режимах турбины. Но, к сожалению, в бочке с медом появилась и новая ложка дегтя. Только я решил свою форсажную проблему, как неожиданно появилась новая. Из-за внедрения нового сужения, которое сделано под недопустимым углом, превышающим 12 градусов, завихрения за стабилизатором горения стали слишком сильными, и это начало перегружать турбину. Понял я это, потому что температура турбины дошла аж до 900 градусов. Вот, посмотрите, на этих кадрах видно, что турбина начала светиться лиловым цветом. Ну что ж, друзья, похоже, все-таки придется снова вскрывать форсажную камеру. Но с другой стороны, я и так понимал, что это было слишком большим везением, если бы я сразу все угадал и все сразу заработало. Разумеется, такие вещи требуют настройки. Ну и ладно, давайте настроим.
Вот посмотрите, друзья, все такие реактивные сужения делаются в пределах от 12 до 24 градусов. Здесь же сужение сделано аж в 35 градусов. Но что самое интересное, когда я делал это сужение, об этом регламенте я знал. Но мне хотелось сэкономить полезную длину форсажной камеры. И в итоге, вы знаете, к чему это привело. В общем, отрезаем этот тормозящий поток сужения и в итоге возвращаемся к маленькой площади стабилизатора горения. Теперь самое интересное, если мы уменьшаем площадь стабилизатора горения, мы уменьшаем силу и длину зоны завихрений. А значит, топливо следует подавать при меньшем давлении. Но с другой стороны, если мы уменьшим давление топлива, мы уменьшим подаваемое его количество. Чтобы это скомпенсировать, нам потребуется большее количество форсунок, то есть отверстий в этой кольцевой трубке. Просверлил дополнительное количество отверстий, и теперь их стало аж в 2 раза больше. Теперь расчетное давление топлива на эту форсунку должно быть 0,2-0,3 бара. Разумеется, поймать такое маленькое давление таким мощным насосом, как у меня, будет затруднительно. А кроме того, на солнечной форсунке нужно ставить давление в районе 5-6 атмосфер. И возникает вопрос, как с помощью одного насоса создать 2 разных давления? На самом деле есть техническое решение. Вот эта штука называется понижающий газовый редуктор. Но такие редукторы используются при работе с газами. Однако я посмотрел его простейшее внутреннее устройство и не нашел никаких препятствий к использованию его на керосине. Поэтому, недолго думая, смонтировал его в систему. Вы, наверное, уже обратили внимание, что здесь есть вот такой вот регулятор. Да, этот редуктор можно будет регулировать, чтобы очень точно настроить нужное нам давление. Но поскольку в форсажной камере и так будет какое-то давление, эту настройку придется проводить во время испытаний. И вот, друзья, мы снова на улице. И только я собрался приступить к новым испытаниям, как вспомнил, что у меня кончился керосин. Да, друзья, этот двигатель имеет реально неистовые аппетиты, особенно на форсаже. И тут я очень хочу поблагодарить вас, моих спонсоров, которые поддерживают канал материально и в итоге снабжают меня керосином. Благодаря вашим пожертвованиям эти 2 мужика нальют мне вкуснейшего и чистого ракетного топлива. А это означает, что мы снова в деле. Сначала режим получился неудовлетворительный, но, как я и говорил, режим необходимо настроить, а именно задать правильное давление регулятором. Да, согласен, это слишком много. Как оказалось, для новой форсунки требуется очень маленькое давление, и я закрыл вентиль почти полностью. Форсаж начал поджигаться на максимальных оборотах турбины, но труба разогревалась неравномерно. Здесь вот видно, что камера задействована лишь наполовину. И тогда я понял, что лучше всего настраивать режим прямо при включенном форсаже. Ну и под конец итоговая проверка на максималках. Поджиг просто идеальный. Посмотрите, друзья, насколько равномерно прогревается форсажная камера. Наконец-то у нас есть идеальный, стабильный и экономичный форсаж. Если посмотреть некоторые предыдущие запуски, то можно увидеть, что конический стабилизатор плохо работал. Пламя разгоралось только середины, и приходилось подавать очень большое количество топлива, чтобы пламя вообще как-то могло там гореть.
Здесь мы видим другую картину. Пламя здесь держится сразу на стабилизаторе горения. Это говорит о том, что работает он очень эффективно. Однако топлива здесь подается слишком мало. Такой форсаж практически нецелесообразен. Конечно, были довольно-таки удачные варианты, когда удавалось задействовать практически всю форсажную камеру, но тогда это проходило при очень большом расходе керосина, и, судя по цветовой карте, процесс протекал довольно-таки неравномерно. Сейчас же мы видим просто идеальную картину. Стабилизатор горения работает отлично, вся форсажная камера светится равномерно, и из нее не вылетает двухметровое пламя, которое в основном горит на улице. Значит, процесс горения максимально выгодный и эффективный. Кроме того, даже в самых лучших предыдущих вариантах горение происходило не всегда стабильно. Сейчас же мы имеем отличный поджиг и ровную стабильную работу. Ну что ж, друзья, я очень доволен сегодняшними испытаниями. Наконец-то мы победили. Еще одна большая проблема решена. Разумеется, друзья, с этим двигателем еще придется много потрудиться. Нужно будет решить различные маленькие проблемки, продумать хорошее охлаждение масла, а также нужно будет наращивать мощность этого двигателя. Но, друзья, медленно, но верно мы идем к победе. Когда все эти мелкие нюансы будут решены, можно будет приступать к строительству полноценного двухколесного реактивного мотоцикла. Но это уже, конечно, в следующих сериях. А сейчас я благодарю своих спонсоров, которые поддерживают мой канал материально, которые снабжают меня керосином. А с вами, друзья, я не прощаюсь, а говорю до встречи в следующей серии.